Привет всем! Добро пожаловать обратно во вселенную BTS. В мире BTS каждое движение, каждое слово и каждый взгляд всегда несут смысл, особенно когда речь заходит о двух фигурах, чьи отношения часто оказываются в центре внимания – Тэхёне и Чонгуке. На протяжении многих лет фанаты заметили один повторяющийся паттерн. Они часто выглядят сдержанными, держат определенную дистанцию и словно постоянно напоминают себе, что перед камерой они никогда не бывают по-настоящему одни. Но интересно то, что это понимают не только Тэхён и Чонгук. Остальные участники BTS тоже, кажется, всегда настороже. Во многих ситуациях можно увидеть, как они деликатно переводят разговор, разряжают атмосферу или даже останавливают определенные моменты, прежде чем те становятся слишком откровенными или слишком честными. Это видео не создано для преувеличений или создания завышенных ожиданий. Напротив, мы рассмотрим небольшие фрагменты, простые, но искренние моменты, в которых участники, кажется, пытаются защитить Тэхёна и Чонгука от того, чтобы они сказали или показали больше, чем следует. Потому что иногда именно в том, что остается несказанным, скрывается самый глубокий смысл. Я не хочу преувеличивать или создавать ожидания, поэтому буду говорить лишь о ситуациях, в которых участники, по всей видимости, останавливают или отвлекают Тэхёна и Чонгука, не давая им продолжить что-то, что им не стоило бы говорить или делать. Поэтому я прошу вас отнестись с уважением и пониманием к следующим пунктам и оставить свое личное мнение в комментариях. Продолжая тему прямого эфира, обсуждавшегося в предыдущем видео, я хочу вернуться к одному конкретному моменту, к тому, как Джимин принес торт Чонгуку в честь его дня рождения и одновременно в честь первого места в чарте Billboard в 2020 году. Участники ждали, когда Чонгук загадает желание с одной свечой, которую он не мог задуть. Они продолжали подталкивать его и указывать на торт рядом с ним. Но произошло нечто странное, когда Тэхён громко заявил, что Чонгуку больше не нужно загадывать желание, потому что его желание уже сбылось. Хобби стал первым, кто отреагировал. Он повернулся к Тэхёну и сделал многозначно бровь. Йон же стал вторым, кто обернулся и сделал ему замечание за неосторожные слова. А Джимин внезапно начал аплодировать и снова поздравлять Чонгука, чтобы вернуть разговор в русло празднования дня рождения. Это еще раз доказывает, что участники всегда готовы защитить Тэхёна и Чонгука, когда те говорят слишком много. Похожая ситуация произошла и на фан-клубном мероприятии в Японии в 2020 году, когда участников попросили сказать друг о друге что-нибудь хорошее. Когда пришла очередь Чонгука, он сказал Тэхёна, что ему нравится его наивность, сопроводив это многозначной улыбкой. Когда настала очередь Тэхёна завершить сессию, он взял Чонгука за руку и сказал, что ему нравится родинка под его губой, потому что она дает ему вдохновение. Чонгук в шутку спросил, что именно означает это вдохновение. Тэхён сделал вид, что не понимает вопроса и не может объяснить, потому что эта родинка действительно его вдохновляет. В этот момент Хобби сказал, что это забавно, а Намджун предложил продолжить мероприятие, поскольку атмосфера начала становиться странной. И снова шутки участников на самом деле были формой помощи. В мае 2019 года Тэхён и Чонгук провели довольно странный и очень показательный прямой эфир. Когда Тэхён появился в эфире, первое, что сказал Чонгук, было то, что у Тэхёна очень мускулистое тело. Тэхён посмотрел на него прямо и взял его за руку, не осознавая, что Джин ждет его. Тэхён упомянул, что тренировался вместе с Чонгуком, и хотя Джимин сначала не понял контекст, он позволил разговору продолжиться. Чонгук затем вздохнул и снова начал хвалить тело Тэхёна, даже приблизив камеру к нему. Джин пожаловался, что его игнорирует, и Тэхён быстро отпустил руку, после чего все продолжили говорить о том, насколько тяжелыми были тренировки. Позже Чонгук поддразнил, что Джин и Джимин уйдут, и Тэхён зашел в комнату. Но причина, по которой я вспоминаю этот момент снова и снова, который я уже анализировал ранее, заключается в том, что Тэхён начал говорить, что смотрел их эфир во время еды. Джин и Джимин выглядели озадаченными, и Тэхён сказал «мы». Джимин спросил, ел ли он что-нибудь, и Тэхён подтвердил, что заказывал мясо. Но Джин сразу же спросил, смотрел ли Тэхён их, и Тэхён тут же стал отрицать, осознав, что оговорился. Джин повторил, что Тэхён только что сказал, что смотрел их, а Джимин, поняв ошибку, попытался помочь, сказав, что Тэхён и Чонгук только что закончили тренировку после завершения эфира. Но этого было недостаточно, чтобы остановить Джина, который продолжал спрашивать, тренировались ли они вместе. Под давлением ситуации единственным словом, которое внезапно вырвалось из уст Чонгука, стало слово «свидание», и неловкая тишина тут же окутала пространство.
Тэхьон начал неловко хлопать в ладоши, Джимин сказал, что им, вероятно, стоит закончить прямой эфир, а Чонгук усугубил ситуацию, спросив, есть ли перерыв, и атмосфера стала крайне неловкой. Джин, осознав, что они раскрыли секрет о свидании, а не просто о тренировке, предложил Чонгуку показать свое лицо, чтобы отвлечь внимание фанатов, которые услышали это признание. Несмотря на то, что Джимин снова попытался помочь, в итоге им не удалось спасти ситуацию. Во время Summer Package 2018 Тэхьон представил Чонгука как своего друга. Чонгук прошептал и спросил, действительно ли он всего лишь друг. Тэхьон прошептал «не делай этого», но Чонгук потребовал достойного представления с явным недовольством на лице. Участники могли лишь неловко смеяться, не в силах сдержать смех, пока эти двое вели себя столь странно, и этот смех был использован, чтобы отвлечь внимание фанатов. В мае 2022 года, во время прямого эфира Bangtan, мы стали свидетелями очень похожей ситуации. Джин и Хобби сказали, что им не о чем говорить, и Джин упомянул, что они ссорились тем утром, что создало неловкую атмосферу. Чонгук быстро пожал плечами и все отрицал, после чего Тэхьон сказал, что они не ссорились, они просто часто кричат друг на друга. Хобби добавил, что именно так и рождаются слухи. Сначала Хобби сказал, что они как огонь и вода, затем разговор сменил направление, когда Тэхьон сказал, что ему нужен огонь, а Чонгуку нужна вода, поэтому Чонгук носит синий. Затем Тэхьон сказал, что именно поэтому ему нужен Чонгук рядом с ним. Хобби рассмеялся, как будто все понял, и спросил, не нужна ли им приватность. Тэхьон признался, что они ходили к гадалке, затем осознал, что не должен был этого говорить, и попытался закончить разговор, сказав, что ему просто нужен огонь. Хобби не стал углубляться в это признание, а Джин вмешался и перевел разговор на другую тему, вновь спася их от неловкой ситуации. Однако помощь старших участников иногда принимает форму предупреждений, как это сделал Хобби, когда Чонгук поглаживал Тэхьона во время пробежки, а Тэхьон выглядел совершенно растерянным. Хобби коснулся своей груди и указал вперед, задав вопрос и возвращая их к реальности. В другом прямом эфире в 2022 году Чонгук сказал, что пойдет принимать душ, потому что вспотел. Тэхьон быстро посмотрел на него и внезапно сказал, что им, вероятно, стоит закончить прямой эфир. Чонгук паниковал, осознав сказанное, и сказал, что в этом нет необходимости, что они втроем могут остаться до конца эфира. Хобби рассмеялся, и они попытались нормализовать разговор, поскольку ситуация стала неловкой. И хотя может показаться, что в этом видео Хобби постоянно разоблачает и помогает Тэхьону, я не могу не упомянуть момент, когда Тэхьон сказал Хобби в прямом эфире, что у них с Чонгуком был взрослый разговор. Когда Хобби попытался углубиться в эту тему, Тэхьон выглядел крайне неловко и не знал, что сказать. В итоге он сказал, что они просто говорили о жизни и обычных вещах. Хобби спросил, все ли в порядке, и Тэхьон снова с трудом подбирал слова, чтобы выйти из ситуации, которую сам и создал. Лучшим решением для него было кивнуть и ответить так, чтобы скрыть все, что он не хотел раскрывать, пока Хобби наконец не сменил тему. Но есть и моменты, когда участники не уверены, как реагировать на действия Тэхьона и Чонгука, и предпочитают позволять всему идти своим чередом без комментариев. Самый очевидный способ, которыми участники защищают взаимодействие Тэхьона и Чонгука, это позволять им расслабляться и смеяться над тем, что они говорят. Например, когда Тэхьон сказал, что не может жить без Чонгука, Джимин сразу же засмеялся во весь голос. Или когда Джин сказал Чонгуку, что он может выбрать, кого хочет поцеловать, Намджун внезапно выкрикнул имя Тэхьона, хотя его там не было, и добавил, что Тэхьон может поцеловать его прямо сейчас. Участники рассмеялись, но Чонгук смущенно опустил голову и сказал, что предпочел бы поцелуй от фанатов, при этом его нервные движения руками показывали, что он не готов. Когда Юнги внезапно сменил тему, Чонгук ответил улыбкой и благодарными аплодисментами. В ноябре 2021 года в прямом эфире, который начал Тэхьон, а затем к нему присоединились Джимин и Чонгук, произошла довольно странная ситуация. Чонгук сделал вид, что смотрит в экран, затем повернулся к Джимину и потом к Тэхьону. Возникла напряженная тишина, и Джимин просто смотрел на них, как будто не понимая, что происходит. Когда Чонгук больше не мог выдержать взгляды Тэхьона и осознал, что камера все еще записывает, Джимин незаметно встал, чтобы отвлечь внимание фанатов. Однако, когда Чонгук вышел из кадра, чтобы отвлечься, Тэхьон и Джимин все еще смотрели на него, и Джимин попросил Чонгука остановиться, создав атмосферу, которая стала еще более неловкой.
В мальтийской версии Bon Voyage 3 Тэхьон прибыл спустя несколько дней разлуки с остальными участниками. Когда он вошел в дом и Намджун попросил его выбрать одну из 3 комнат без каких-либо подсказок, Чонгук начал подавать знаки, чтобы Тэхьон в итоге выбрал комнату вместе с ним. Чонгук сказал, что дверь справа – это ванная, поэтому Тэхьон может выбрать любую из оставшихся 3 дверей. Тэхьон спросил, в какой комнате есть собственная ванная, и Намджун и Хоби объяснили, что ванной на 1-м этаже пользуются все, а 2 другие комнаты имеют личные ванные, все еще не давая никаких указаний. Намджун подшучивал над ситуацией, Чонгук смущенно рассмеялся, осознав, что его поймали, и Тэхьон в итоге выбрал свою собственную комнату. Из этих ситуаций мы видим, что участники всегда помогают друг другу, когда Тэхьян и Чонгук невольно раскрывают себя, а когда обстоятельства складываются не в их пользу, именно тогда мы видим, насколько реальны их отношения и насколько мало их волнует мнение окружающих, потому что их связь всегда выходит за рамки камеры. Попробуем проследить небольшие фрагменты, простые, спонтанные и, на первый взгляд, незначительные моменты. Но именно в них зачастую невольно просачивается искренность. Потому что иногда самый глубокий смысл скрывается именно в том, что не произносится вслух. Я не намерен ничего приукрашивать. Я лишь буду говорить о тех ситуациях, когда участники, казалось бы, останавливали, уводили разговор в сторону или защищали Тэхьона и Чонгука в моменты, когда они были близки к тому, чтобы сказать больше, чем следовало. Поэтому я прошу вашего уважения и понимания. И, пожалуйста, оставляйте свои личные мнения в комментариях осознанно и сдержанно. В конце концов, все моменты, о которых мы сегодня говорим, возможно, никогда не предназначались для столь глубокого анализа. Для них самих это могли быть всего лишь фрагменты долгого дня, спонтанные шутки, слова, сказанные без плана, или короткие паузы, которые казались неловкими лишь потому, что камера все еще была включена. Но именно в этом и заключается их искренность. Когда человек делает паузу перед тем, как заговорить, когда смех звучит слишком поспешно, словно пытаясь что-то скрыть, или когда тема внезапно меняется без видимой причины, мы понимаем, что что-то бережно охраняется. Не потому, что это неправильно, и не потому, что это нужно скрывать, а потому, что не все в принципе предназначено для публичного потребления. Тэхьон и Чонгук выросли под светом софитов, который почти никогда не гаснет. С очень юного возраста каждое их взаимодействие наблюдается, пересматривается и интерпретируется миллионами глаз. В таких условиях вполне естественно, что искренность иногда вырывается случайно, и также естественно, что окружающие стараются их защитить. И именно здесь становится важной роль остальных участников, не как надзирателей, а как баланса. Они знают, когда нужно пошутить, когда рассмеяться и когда мягко сменить тему. Все это делается не для того, чтобы заставить замолчать, а для того, чтобы сохранить безопасное пространство, где чувства не обязаны быть объясненными. Потому что самые настоящие отношения часто не нуждаются в доказательствах. Они проявляются в мелких привычках, в комфорте, о котором не нужно заявлять вслух, и в спонтанных реакциях, слишком искренних, чтобы быть постановочными. Мы видим это в неловкой тишине, в кратких прерванных взглядах и в тихой поддержке, появляющейся в нужный момент. Однако важно помнить, каким бы ни было значение всего этого, оно все равно принадлежит им. Мы – свидетели, а не судьи. Наблюдать можно, интерпретировать естественно, но уважать границы – это самая зрелая форма любви. Возможно, именно поэтому эти моменты ощущаются такими сильными, не из-за того, что показано открыто, а из-за того, что сознательно оставлено размытым. В мире, где от всего требуют объяснений, есть нечто прекрасное в отношениях, которые выбирают тишину. Возможно, именно поэтому связь между Тэхьоном и Чонгуком кажется такой сильной в глазах многих. Не из-за того, что они показывают, а из-за того, что они предпочитают оберегать. В мире, где все должно быть разъяснено, есть что-то успокаивающее в отношениях, которые остаются тихими, неопределенными и настоящими.
И когда эта защита дает сбой, когда слова уже сорвались с губ или спонтанная реакция не успела пройти фильтр, именно тогда мы видим самую человеческую сторону, несовершенную, неаккуратную, но по-настоящему живую. Такие моменты невозможно сымитировать, и, возможно, именно поэтому они так глубоко запоминаются. Какой бы ни была наша точка зрения на динамику между Тэхёном и Чангуком, одно, кажется, остается неизменным. Они никогда по-настоящему бывают одни. Не только из-за того, что за ними постоянно следят, но и потому, что их окружают люди, понимающие, когда нужно приблизиться, а когда дать пространство. Такие отношения, какими бы они ни были по форме и названию, не растут под софитами. Они растут на доверии, на привычке оберегать друг друга и на осознании того, что не все должно быть известно миру, чтобы оставаться значимым. И в конечном итоге, как бы мы ни интерпретировали взаимодействие Тэхёна и Чангука, одно остается неизменным. Они никогда по-настоящему бывают одни, не только из-за того, что за ними постоянно следят, но и потому, что их окружают люди, которые заботятся друг о друге, как перед экраном, так и за его пределами. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если у вас есть личные мысли или чувства по поводу этих моментов, пожалуйста, делитесь ими в комментариях осознанно и с уважением. До встречи в следующем видео.